Всем привет, с вами Максим, и вы на канале Print Сайт Типография изнутри. Вот и наступил долгожданный новогодний сезон. Это такая лучшая пора в мире полиграфии, когда заказы просто валятся с неба, большие, срочные, дорогие. В частности, это календари настенные, настольные, также сувенирка для подарков клиентам, открытки и многое-многое другое. Сегодня хотел бы с вами обсудить, показать, как делаются календари, в частности настенные календари. Моя фирма делает не только их, также делает и настольные календари-домики, и другие виды календарей, про которых я поговорю с вами в следующих видео. Сегодня настенные. Значит, взял я пару образцов. Вот календарь Trio Memo, одна спираль, большой блок, 12 листов, окошечко, поля под запись. Это как один из вариантов. Дальше календарь Uno. Это маленький календарь, шапка на одну спираль, сетка маленькая календарная. Дальше, что у меня есть? Вот, календарь Trio. Trio Extra в данном случае, тоже шапка с рекламой, рекламная полоса клиента, 3 спирали, 3 отдельных блока с месяцами, окошко. Вот, это, скажем так, большинство из календарей, это такие календари, либо смежные с немножко другими сетками клиента. В данном случае это сетки, которые создавались для моей фирмы, так сказать, мои сетки, моя разработка. Значит, что из себя представляют эти календари? Значит, во всех настенных календарях сверху идет шапка формата в большинстве случаев А4 с печатью для клиента. Основа как и самой шапки, так и всего календаря это картон от 250 до 300 грамм. Бумага здесь не подходит, говорю сразу, она порвется, календари тяжелые. В общем, тут важно соблюсти технологию, которую я постараюсь сейчас наглядно вам показать, как собирается календарь Quadro. Это большой календарь, наверное, из стандартных календарей самый большой, самый тяжелый, 4 этажа, по 12 месяцев на каждом этаже, плюс рекламная полоса, плюс шапка. В общем, для этого мне понадобится машинка Reins для сборки на спираль. Это, так сказать, Mercedes среди машинок. Есть у меня и другие, более простые машинки, но это, скажем так, премиум класс. Понадобятся сами спирали. В данном случае это спираль белая, 8 мм в диаметре. Очень хорошо подходит для этого календаря. Напечатаны у меня уже шапки, сам внутренний блок, также последний блок с рекламной полосой. Ну и сами календарные сетки. Календарные сетки для этого клиента, поскольку календарей будет много, я заказывал в офсетной печати. Нету смысла для такого большого количества, которое будет делаться, печатать у себя на цифровой машине. Это будет дороже для клиента и неинтересно. Также я применю сюда статическое окошко, которое будет подсвечивать правильное число. Окошки бывают как на резинке для староверов, которые мануально передвигаются по календарю. Это мне не нравится и многим клиентам тоже, потому что резинка рано или поздно закручивает календарь в трубочку. Да, это не будет прям трубочка-трубочка, но он станет все равно дугой. Статическое окошко не деформирует календарь, держится замечательно и очень простое в применении. В общем, сейчас я это все немножко расставлю, чтобы показать вам более наглядно, как это все делается, и вернусь. Вот я вернулся, немножко развернул, даже, наверное, как-нибудь вот так вот это сделаю, чтобы вам было наглядней. Да, вам видно машинку снаружи, как это будет собираться, вы все увидите. Что забыл сказать, на календарях от Trio Extra до Quadro, собственно, которые я собираю, много используется бумаги, поэтому
дырочка, петелька для фиксации на стене без металлического люверса не выдерживает долгой нагрузки и со временем рвется. Поэтому я использую металлический люверс, который ставлю туда. Он позволит календарю существовать на протяжении всего года. Вот так вот я делаю, мы получаем вот такой вот красивый металлический люверс. Значит, начнем. Чтобы это все собрать, нам в первую очередь надо проперфорировать внутренний блок и шапку под спираль. Шаг спирали 2 первых в дюймовой системе. Спираль это стандартная, 5/16, 8 мм, как я говорил, получается диаметр после фиксации. Значит, в этой машинке есть секция, которая перфорирует, и секция, которая зажимает спираль. Значит, перфорируем сразу шапку. Забыл включить все ножи. У этой машинки можно включать-выключать ножи на протяжении всей длины, для того, чтобы можно было делать более мелкие, либо какие-нибудь эксклюзивные вещи, где не надо такая длинная спираль. Значит, вот у нас получилась шапка. Как вы видите, вот снизу перфорация под спираль. То же самое мы делаем с самым последним блоком с рекламной полосой. И внутренними блоками, которые мы перфорируем с 2 сторон, потому что они будут друг к другу крепиться. Внимательно, хорошо прижимаем, чтобы перфорация не пошла наискосок. Итак, все мы получили. Внутренний блок есть, нижняя рекламная полоса есть, шапка есть. Сетки уже проперфорированы, приходят с офсета мне. Я не вижу смысла их перфорировать здесь отдельно. Да, это немножко дороже, но экономит кучу времени. Значит, поехали. Спираль, чтобы поставить правильно, замок, там где сходятся два конца спирали, должен оказаться с задней стороны календаря, чтобы не бросаться в глаза и выглядеть эстетически красиво. Есть специальный крепеж для спирали, чтобы удобно было одевать. Вот так вот она ставится, держится. Все у нас идет хорошо. Одеваем на спираль через перфорационные отверстия первый блок. Находим сетки, которые нам надо поставить в первую очередь. Это сетки, блок сеток, начиная с декабря этого года. Сейчас, секундочку. Они у меня все в одной пачке, поэтому это тяжело. Сейчас я это все разложу сразу. Наверное, это будет проще, быстрее. Так. Надо было это сделать до видео, до начала записи видео. Я поспешил. И получаем то, что получаем. Так. Все, разобрался. Значит, у меня отдельно верхний этаж идет декабрь 25 года начиная. Второй этаж идет январь 26 начала. Третий этаж идет февраль 26. И четвертый этаж март 26 берем. Декабрь. Тоже через перфорационные отверстия мы это все одеваем на спираль. Сверху у нас идет шапка. Собираем ее в такой последовательности только для того, чтобы замок оказался с задней стороны календаря и все это выглядело красиво. Вот так одели, поднимаем наверх, ставим спираль до упора. Здесь у нас можно выставлять настройки под разный диаметр спирали. У меня сейчас выбрано 5/16, собственно, такую спираль я использую. И до упора зажали. Посмотрели, что замок полностью закрылся.
Это важно, потому что календарь может развалиться. Получили первый этаж вместе с шапкой. Продолжаем. Также ставим спираль. Также берем основу картонную, одеваем на спираль. Вот вообще неудобно, когда стоишь сбоку, не спереди от машинки. Очень неудобно одевать. Но для визуализации процесса сборки можно немножко пострадать. Берем второй этаж. Это январь 26 года. Также одеваем. Теперь нам надо прикрепить это все к первому этажу. Первый этаж одеваем на спираль также. Поднимаем наверх. Проверяем, что спираль стоит правильно, ровно. Зажимаем. Проверяем, что замок закрылся. Получаем уже собранных 2 этажа. То же самое проделываем с 3-м и 4-м этажом. Но 4-й этаж у нас заканчивается, как вы помните, блоком с рекламной полосой, которая будет снизу. Там контакты клиента, которые потом нужны будут для связи тем людям, которым он эти календари передаст. Процесс достаточно простой, но занимает много времени. 3 этажа собраны. Есть машинки для автоматической сборки на спираль. Эти машинки стоят достаточно дорого, и нету смысла запускать их при тираже менее, к примеру, 1000 спиралей, потому что настройка такой машинки займет достаточно много времени и будет нерентабельно собирать на ней календари. Собственно, вот я закрепил 4-й этаж. Получили мы вот такой хороший красивый календарь. Поставим на него статическое окошко. Когда ставите статическое окошко, надо его немножко потереть, чтобы она набрала статику. И получаем вот такой замечательный красивый календарь с месяцами, окошком, шапкой, напечатанной с макета заказчика, также рекламная полоса. Вот и, собственно, весь процесс сборки календарей. А на сегодня, наверное, все. Подпишитесь на канал, ставьте колокольчик. В следующих видео я буду показывать больше всякой продукции, как это собирается, как это производится, чтобы вы это все знали, видели и понимали. До новых встреч, всем пока!